Ощущение апокалипсиса. Штукенцев тут шутку придумал. Тут самый большой. Гол как сокол. 10 утра. Мы сегодня спали до 10 утра, ну, потому что вчера был такой тяжелый день. Мы легли где-то, за полночь уже, потому что учили иврит. Монтировали видео. Программировали и так далее. Новый день. Мы только 4 часа мы выходим, потому что я программировал, сидел, Штукенция монтировала. Так что поддержите, если вам нравится наше видео, поддерживайте нас на ютубе. У нас снова вроде заработало, супер спасибо. Можно также нам закинуть какую-нибудь денежку там на PayPal, на Boosty, на Patreon. В общем, поддержите труды вот этого кота. Если вам нравится наше видео, мы для вас еще больше будем делать. Бежим на рынок местный. Рынок будет Шук на иврите. Запомнить просто щука на рынке, Шук. Встречаются очень красивые домики. Ну, тут что-то строится еще. Впечатление об Ашдоде у нас такое же, абсолютно положительное, на 100%. Но вот я читал всякие новости, вчера вечером смотрел про этот город. Потому что последний раз какие-то тревоги воздушные были такие серьезные, типа в августе. Может быть и потом тоже что-то такое. Вот, ну, в общем, я прочитал, что 45 секунд у тебя есть, когда объявляют воздушную тревогу, у тебя есть 45 секунд, чтобы куда-нибудь там спрятаться. Ну, да, все-таки от ракет спрятаться проще, чем от людей агрессивных каких-то, вот, которых ты именно в реальной жизни встретишь, поэтому надо узнать, где бомбоубежище. Красивый серый домик, и тут такие огромные домищи, тут что-то строится, в общем, город такой активно развивающийся, все что-то строится, домики красивые все, ну и море рядом, да, вот оно. Тут, кстати, самый крупный порт. То, что в Ашдоде самый крупный порт, он больше, чем Хайфа. Я думал, в Хайфе самый большой, нет. Тут самый большой. Вот, несмотря на это, очень как-то дружелюбно вокруг и хорошо. Я как-то всегда, думал, что если где-то есть порт, значит там всякая преступность, плохо и все такое. Ну, наверное, может тут тоже что-то такое есть, но пока что мы этого, на наш такой обывательский взгляд, не заметили. Вот виллы местные такие, рядом с морем, недалеко. Красивая площадка детская. Сейчас вот, типа 3:30, машин практически нет. Как-то хорошо, приятно. А в море виднеются какие-то гигантские корабли. Это, видимо, вот эти вот корабли, которые возят контейнеры. Да, я таких даже никогда и не видел. Смотрите, какие они, здоровые, ничего себе. Ну, собственно, да, это самый большой порт. Нашли только что, висели просто на заборе куча еды. Вот, то есть хороший, свежий, мягкий хлеб. Целых 2 пакета, собственно, на неделю этого хватит. Так что мы сейчас возьмем это и дома съедим. Ну, решили мы это богатство сначала отнести домой. Тяжелый пакет, на самом деле. То есть это нам хлеб его хватит на неделю. Хлеб, он стоит, вот буханочка хлеба стоит типа 200 рублей тут. Как его есть правильно? Даже если он у вас полежал немножко, если он даже твердый может быть, просто возьмите его и разогрейте в микроволновке. Ох, какие мы идем. Какие мы хорошие. Вот это вот рынок и есть. Вот эта площадка такая большая, там где парковка. Где-то он вот там вот. Он открыт не сегодня, он какой-то один день, походу, открыт. Исторически Ашдод упоминается в документах аж в 17 веке до нашей эры. Сегодня Ашдод является современным промышленным и курортным городом. Промышленность вынесена за пределы жилой зоны в северную часть, а жилые кварталы идут вдоль побережья Средиземного моря. И мы сейчас посмотрим, как же живут ашдодяне или ашдодцы. Идешь такой себе по Ашдоду, идешь, и тут такой деревянный, такой русский забор стоит вообще, вот совсем. Как будто попал в деревню в какую-то подмосковную. За особенности Ашдода, то что тут очень много таких кустиков, где растут такие голубые цветочки. Прям мы уже много их встречали, они очень красивые. Вот тут эти как раз цветочки очень хорошо видно, их тут не отстригли. Вот так они выглядят. Много таких кустиков. Вот так вот идешь, и тут такие на любой вкус. Кто-то, может, хочет в кресле посидеть, а кто-то на таких вот интересных лавочках. Вы знаете, кто на этих лавочках изображен? Расскажите нам. Наверное, может быть, это
местные деятели культуры, науки. Такая красивая площадка с видом на море, окруженная пальмами. Вот туда мы, на той остановке, вот там остановка, куда мы вчера приехали. Там всякие есть всякие вкусняшки тоже, шаверма всякая там. В общем, сейчас мы туда тоже, может, зайдем, посмотрим, может, что купим. Тут немножко мы пока не нашли таких вот бюджетных мест, чтобы купить фалафель или шаурмы. Центр абсорбции канадский. Может быть, люди из Канады сюда приезжают. Кто-то на доме вешает сушиться пакетики вот так. Прям в больших количествах. Причем такой дом, знаете, ну, шикарный довольно-таки. Вот кто-то экономит пакетики, это правильно, в принципе, надо так делать. Береги природу, мать твою. Видите, каждый город нас приветствует по-своему. В Ришине, это, собственно, единственный город, где можно покупать вот эти продуктовые наборы за 20 шекелей. У нас еще до сих пор из них лежит макарон пачка, бобы какие-то, рисовая бумага. Хайфа нас одарила, соответственно, овощами и фруктами на рынке. Ну а Ашдод нас встретил хлебом, солью. И тут приятные улочки с зеленью, они все с такими кустиками. Там какой-то дом, видимо, чинят или строят. Довольно-таки чисто. Ну, то есть можно, наверное, какую-нибудь бумажку где-нибудь увидеть, или кто-то маску тут бросил, но в целом чисто. И пахнет хорошо. Пока что тут нигде, ни в одном месте мы не почувствовали какого-то плохого запаха. И в городе тоже есть. Вот сейчас мы, например, спускаемся с горы, ну, с холма с такого. То есть он тоже не совсем плоский. На среднерусской равнине, да, там, в общем, по площади все сильно. Тут нужно привыкать, что много вот вверх-вниз, вверх-вниз. Хотя даже в Москве тоже есть подъемы и спуски, но тут их больше сильно. То есть вот сейчас мы идем и видно, что вот прям такой холм. Ашдод – это первый город в Израиле, где мне максимально сильно понравился дизайн домов. Они все такие квадратные, с четкими линиями. При этом у каждого дома своя фишка, свой какой-то дизайнерский элемент. Ну, а мой любимый вот да, на соседней улице. Вот такие домики. Мне они тоже нравятся, на самом деле, прикольные. Интересно, что в Ашдоде гораздо меньше домов на ножках. Домик, у него нет ножек. Ну, конечно, вот эти новые, красивые, да, но вот есть и старенькие. И, соответственно, они просто стоят на земле. Вот это, кстати, такой средненький, он и не старенький, и не новенький. Может, он просто уже отремонтированный, не знаю. Ну, такой красивый, нарядный дом. Но есть такие попроще стоят. Тут тоже мы увидели, какая-то одежда тут лежит. Очень красивая, наверное, это синагога. Прям классно сделано. Вот стоят обычные дома, у них есть балконы, и я просто офигела. На балконе у человека висит люстра. Прямо вот на балконе. Вы такое видели когда-нибудь? Старые бабушкины комнаты, такая стильная. И это все на улице. В Израиле люди ставят кошачьи миски поближе, чтобы посмотреть, как кошки едят. Такой вот кошачий театр. Приятный, тихий, спокойный город. Вот это место, на самом деле, напоминает место в Хайфе, которое нам очень понравилось. Тоже по пути к морю. Где много свободного места. При этом машины редко ездят. Как тут так дышится хорошо в таком месте. Небо голубое. Штукенцев тут шутку придумал. Ну-ка. Обычные дети говорят первое слово «мама», а израильтяне – «мамат». Это черный юмор от Штукенции, ну отлично. Ну и сорян. Молодец, конечно, юмор у тебя. Мамат – это бомбоубежище. Плохому научила меня всякому, и вас научит. Очень много строек, то есть вот мне кажется, это, наверное, самый строящийся город, это Ашдод. То есть вот там, например, эти старенькие дома стоят, напротив уже новые фигачат. Ну, наверное, потому что в старых домах, например, как я знаю, там нет маматов. Там нет вот этих вот бомбоубежищ в старых домах. В новых всегда обязаны делать застройщики, чтобы была вот эта вот комната с толстыми стенами, грубо говоря. То есть это обычно в этой комнате устраивают детскую. То есть дети, они спят вот в этой вот штуке. Все, то есть она абсолютно обычная на самом деле. Только там ставни еще такие тяжелые можно закрыть. Ну, не знаю, то есть это все на самом деле такие... Огромное количество страшилок есть, которые на самом деле не такие, в общем, жуткие. Ну, то есть вообще не жуткие.
Тут сейчас везде новое строительство. Хорошо, хорошая погода. Штукенция идет мелочью, звенит. Вот смотрите, сколько у нас денег. Как выглядят местные деньги. Вот это 5 шекелей. Это 10 копеек. Огород, Называется огород копейки. в котором растет картошка. Огород с картошкой, да. Это 1 шекель. Все-таки, конечно, идешь так, понимаешь, что, конечно, тяжело. Вот представь, вот многим людям это сложно себе представить, когда ты вот так вот переезжаешь в новую страну и все твои вещи, которые там всю жизнь ты как-то там покупал что-то себе, не знаю, то есть, люди, знакомые, все осталось там позади. И тут у тебя фактически просто ты вот как вот гол как сокол. И все начинаешь заново. Это на самом деле реально сложно. И, конечно, безусловно, тут помогает еще раз государство, как Израиль. Израиль как государство очень сильно помогает, и люди даже помогают. Тут именно израильтяне, как люди. Но все равно вот банально даже. Вот у меня нет гитары тут поиграть. Я не знаю, когда у меня появится эта, гитара. Слушай, а тут походу вообще ничего не... Слушай, вообще никого нет. Офигеть. Так вот, у меня дома, у меня гитар штук 7. Много разных гитар. Электрогитары, бас-гитары. Акустических несколько. У меня есть канал, где я учу на гитаре играть. Называется «Гитарка». И тут вот как... Я уже давно не выпускал новых видео, потому что у меня просто тут нет гитары. Просто все, сейчас еще пятница, еще до шаббата как бы 3 часа, но, конечно, ощущение апокалипсиса. Он уже наступил, кажется. Просто все закрыто вообще. И как-то вот необычно даже. Пытаемся найти, кстати, кошерный супермаркет, походу, вот этот, да, Макдональдс, кошерный Макдональдс. Мы, кстати, не видели еще ни разу кошерных Макдональдсов, вот это первый. Мы нашли такой русский супермаркет, он очень большой. Тут есть самообслуживание в больших количествах. Сейчас посмотрим, как тут цены. И прикол, то что когда мы сюда входили, нам сказали, типа, чуваки, с пакетом с хлебом тут нельзя, поэтому нам наклеили наклейку. Это первый раз, когда я вижу, чтобы кто-то запарился, есть у нас с собой что-то или нет, такое вот. Ну вот тут за этим следят, может воруют отсюда, я не знаю. Вот наклеили наклейку. Банан тут нормально, стоит 6,90, 7. Первый раз вижу пакет без ручек. То есть ручки есть, но они не продырявленные. Это вот что-то необычное очень. Вот помидоры по 8, огурцы по 5. Ну жить можно, просто выбора нет. Мы попали как бы вот неудачно. Ну что, это очень необычный, на самом деле, магазин был. Почему? Потому что это первый магазин, где нельзя пробовать орехи, например. Ну, в общем, там суровый такой дедушка подошел и сказал, нельзя пробовать орехи. Такой типичный, знаете, советский магазин. На Израиль падает ночь. Такое небо какое-то фиолетовое, прям. Очень красиво. Никого практически нет на улицах. Каждую неделю у любой еврейской семьи у нее праздник самый настоящий. Вот, потому что ты заранее готовишь еду. Вот мы однажды, вот, собственно, когда мы только приехали, в первый же день, мы оказались в такой традиционной еврейской семье. И на самом деле очень клево. Нам понравилось. Такой классный опыт. То есть очень сильно скрепляет семью, конечно, все вот эти обряды еврейские. То есть когда ты тут хлеб преломляешь, читаешь молитвы, и это все каждую неделю делаешь, не просто раз в год, на Новый год вы там все собрались, а тут каждую неделю надо собраться обязательно. Мы проходим какую-то пустошь такую, тут прям очень много места. Напоминает это очень Египет на самом деле, ну вот из тех мест, где мы были. Я вот таким себе представлял Израиль, когда я был в Москве и смотрел видео про него. Именно такие большущие, огромные, пустые пространства. Но на самом деле это большая редкость. Тут салон BMW, и интересно, что все машины стоят с включенными фарами. Вот тут еще какие-то машины, а это Mazda. И тоже все с фарами включенными. Так необычно. А тут Ford. То есть целый домик, в котором огромное количество машин. А тут выключены фары в Форде. Ну, Форд молодец, потому что, конечно, фары включать, чтобы они горели, это не экологично. Этот магазин, он работает до 9 вечера сегодня. Тут почему-то очень все сильно украшено к Новому году.
Прямо вот такое ощущение, что он завтра начнется. Дают елки в больших количествах. Я что-то не ожидал. Огромное количество всяких салатов можно взять и прямо тут где-нибудь на лавочке съесть. Походу этот магазин тоже оказался русским, а не арабским. Мы в итоге решили взять курицы. Курицы жареной. Стоит она 5 за 100, ну 50 за кило. Ну, конечно, дорого, но получается, если брать колбасу в упаковке, то колбаса в упаковке, которая там была, она дороже. Поэтому, в общем, взяли вот эту куриную лапку, одну на двоих, жареную уже. Сейчас ее с хлебом, с этим где-нибудь схомячим. Только найти надо какое-нибудь место. Но мы решили сесть на лавочке. Нам еще домой полчаса идти. Куриную лапу жареную. Ну, просто самое дешевое, что там было из мясного чего-то. Тоже дорого, но что делать. Зато теплое вроде. У нас 15 тугриков. Ну, то есть, типа, 250 рублей. Так вот. Классно. Купил еще банку нутеллы, наш хлеб много, я подумал, хочется чего-то сладенького. Берешь батон, зачерпываешь. Медовер берушит. Медовер берушит. Медобер. Фиксируешь, что много. Ну, вот, короче. Удачи. Повезло мне, да? Ага. Береги ее. Берегу. Много не ешь. Обязательно. А вы когда-нибудь задумывались, почему у банки нутеллы именно такое вот горлышко? Ровно, чтобы туда влезал батон хлеба. Он влезает и вылезает. И вот такой у нас сегодня то ли ранний ужин, то ли поздний ужин, то ли ранний обед. Вообще так всегда бывает, тут когда приезжаешь в новое место, самая главная первая проблема это с едой, потому что ты еще не привык, где какие супермаркеты находятся. Нужно как-то заполнить холодильник. Идем, проходим, и в укромном месте лежит целый пакет мандарина, там манго. Просто в укромном местечке лежал пакет. День удался сегодня, то есть и хлеб, и фрукты. Отлично. И овощи мы купили. Тут кормят котов. Каждый ест из своей кучки. Там пустая кучка, сейчас кто придет. Тут тоже коты, и у каждого тоже свои кучки. В общем, на шаббат котов подкармливают особо. То моем наши приобретения. Таких больших манго я в жизни не видел. Все не просто, блин, с голову. Давай этот в холодильник уберем, да. А вот это там пришлось, конечно, срезать. Все-таки оно было немножко уже переспевшее, оно уже немножко такое. Но вот эта половина нормальная. И вот это сейчас целую берем еще. Чтобы не забывать пить, мы между нашими компьютерами всегда ставим бутылочку воды. Тогда в Израиле ты не иссохнешь от жажды. Сижу, монтирую видео, и тут вдруг поняла, что вода, которую мы пьем, кошерная.